Выкуп невесты, битье бокалов, торжественный каравай и благословение родителей. Такие традиции веками сохранялись на русских свадьбах. Создание новой семьи для невесты было началом новой жизни. Она как бы умирала для родительской семьи и после свадьбы уже принадлежала семье мужа. На праздник приглашали множество гостей, готовили лучшие угощения и веселились 3 дня подряд. Так делал русский народ. А какие есть традиции у северных этносов? Трудно представить, что посреди тундры могут устроить застолье на 3 дня. Тем не менее, свои свадебные традиции существуют и здесь. Некоторые из них соблюдаются и в наши дни. Как ненцы и ханты отмечают свадьбы? Какие обряды они соблюдают? Где знакомятся жених и невеста? Кому запрещается вступать в брак? Что такое обряд очищения огнем и для чего он нужен? О том, как проходят свадьбы в тундре, вы узнаете уже в ближайшие несколько минут. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. А еще у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании. А мы начинаем. Современные жители тундры все больше ездят на снегоходах вместо оленей, пользуются интернетом, а во многих чумах есть собственные спутниковые тарелки. Местная молодежь, как и жители Большой Земли, все чаще знакомятся в интернете, чем в реальной жизни. А чтобы создать семью, обязательно идут в ЗАГС, а не к шаману. И тем не менее, некоторые свадебные традиции до сих пор сохраняются. Так, ненецкую свадьбу предваряло длительное сватовство. Иногда оно затягивалось на долгие месяцы, иногда длилось даже больше года. С чем это связано? Ненцы всегда серьезно относились к вопросам кровосмешения. Чтобы этого избежать, перед свадьбой тщательно изучались оба рода – жениха и невесты. Если молодые не были даже дальними родственниками, то в семью невесты засылали свата – уважаемого человека из семьи жениха. Он должен был получить согласие у родителей девушки. Обычно для этого требовалось 2-3 захода. Так сразу никто свою дочь не отдавал. После того, как согласие было получено, приступали к торгу о размере выкупа за невесту. Делали это следующим образом. Отец невесты брал деревянную палку и ставил на ней зарубки. Чем больше зарубок, тем дороже обойдется невеста. Если свата не устраивал размер выкупа, он эти зарубки срезал ножом. Как только удавалось договориться, посох разделяли пополам. Одна часть оставалась в семье невесты, другую забирали в семью жениха. С этого момента девушка готовилась к свадьбе. Ей больше нельзя было ездить в гости или присоединяться к праздникам. Вместо этого невесте следовало оставаться дома, чтобы работать над своим приданым. День свадьбы начинался со сборов невесты. Женщины из ее семьи проводили подготовительные обряды для будущей жены, ритуалы омовения и очищения огнем. После этого приступали к торжественной прическе. В волосы девушки вплетали ложную косу, на ней уже были бронзовые и медные украшения. Завершали прическу повязкой из бисера. Когда невеста двигалась или поворачивала голову, украшения звенели. Считалось, что это отпугивает злых духов. Вместо привычного нам белого платья ненецкая невеста надевает праздничную ягушку – верхнюю одежду из оленевого меха. Ягушка должна быть обязательно богато расшита орнаментом. Потому, насколько красива одежда, судят, как хороша и трудолюбива невеста. Жениху положено надевать рубашку из сукна, а через плечо перекидывать красный платок. На ноги – кисы, легкие сапоги из оленевого меха. Кисы украшают семью полосками, каждая из которых обозначает какой-то запрет. Например, нельзя воровать, убивать, обижать слабых. Накануне свадьбы отец невесты устанавливает на востоке от чума специальные ворота. Они представляют собой 2 столба с перекладиной между ними. Эти ворота символизируют границу в жизни невесты. Пройдя под ними, девушка переходит в род жениха и становится замужней женщиной. Чтобы забрать невесту, жених должен трижды объехать ее чум и откупиться от родственниц, которые охраняют вход в жилище. Чум для молодоженов ставят отдельно. Перед тем, как зайти в него, новоиспеченные муж и жена проходят обряд очищения огнем. Эта стихия считалась самой разрушительной, поэтому именно огонь очищает от всяческой скверны и исцеляет. Молодым в буквальном смысле нужно было пройти через небольшой костер. После обряда женщина должна развести очаг в чуме, потому каким был огонь, предсказывали будущее брака. Костер разгорелся легко, молодоженов ждет счастливая жизнь. Не сразу удалось развести огонь,
будут проблемы в семье, а дым – к несчастью. И, наконец, после всех обрядов садятся за праздничный стол. Главное свадебное блюдо – суп-шурпа из оленины. Еще гостей угощают вареной и замороженной рыбой, ягодами и пирогами. А в качестве развлечения соревнуются в стрельбе из лука, гонках на оленях и перетягивании палки. Свадьбу в тундре празднуют всего один день, ведь работа оленевода не может надолго останавливаться. У народа ханты свадебные традиции похожи на ненецкие, но есть и отличия. Так, на переговоры к родителям невесты ханты тоже отправляют сватов, чтобы договориться о свадьбе и размере выкупа. За хорошую невесту семья жениха готова была отдать до 40 оленей. Если удавалось договориться, то в день помолвки голову девушки покрывали платком. Носить его нужно было до свадьбы. Иногда девушка ходила в таком платке больше года. За это время невеста должна была подготовить свадебное платье и расшить платки. Как и у ненцев, у народа ханты считается, что звон должен отгонять все плохое. Поэтому платье расшивали монетами, бусами, бисером и даже маленькими колокольчиками. В день свадьбы будущая жена надевает целых 3 платья, а голову покрывает 3 или 5 платками. Их число обязательно должно быть нечетным. После этого девушку сажают за занавеску, чтобы спрятать от посторонних глаз. Затем приводят жениха. Его голова покрыта платком или рубашкой. Будущий муж должен сесть на колени отцу невесты, а тот снять с его головы накидку и поцеловать зятя. После этого они садятся за стол и начинается свадебный пир. При этом невеста с подругами угощается все так же, сидя за занавеской. Когда приходит время отправляться в дом мужа, девушка забирает с собой мешочек тучан. В нем она хранит принадлежности для шитья и 2 кукол – мальчика и девочку. Считается, что без этих кукол у девушки не будет счастья в семейной жизни и может даже не быть детей. По традиции, когда жених забирает невесту, она должна упираться и плакать. Тогда ее родители могут спросить, чего она хочет, и девушка вправе попросить любых подарков к своему приданному. После того, как невеста получает желаемое, жених увозит ее в свой дом. Здесь их встречают родители жениха. Невесту усаживают за стол, и начинается еще одно застолье, куда приглашены только самые близкие родственники. В наши дни уже практически нет случаев, когда соблюдаются все свадебные обряды. Однако по желанию молодых или их семей могут сохраняться некоторые элементы. Например, у ненцев по-прежнему главным блюдом остается суп из оленины, а ханты чтут традицию тучана. И у хорошей невесты всегда наготове такой мешочек с рукоделием и куколками-оберегами. А еще красивая лягушка – верный признак трудолюбивой мастерицы, из которой выйдет отличная жена и надежная помощница оленеводу. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.